Последний год жизни актера Владислава Галкина походил на кошмар. Многие отвернулись от него после истории с арестом в баре. Жена Дарья Михайлова подала на развод. Напомнили о себе старые травмы, и появились новые болезни. Не секрет, что в минуты крайней усталости и отчаяния Владислав искал утешение на дне бутылки, но назвать его алкоголиком не поворачивается язык. По словам Бориса Галкина, для Владислава всегда существовала одна единственная точка отсчета – его обязательства перед людьми. Звезда дальнобойщиков никого никогда не подводил. Касалось дела съемок или забот по дому. Но в 2009-м, после скандального происшествия в баре, за которое Влад получил 14 месяцев условного срока, многие разуверились в артисте как в человеке ответственном, благородном и надежном. Самым страшным наказанием для актера стало осуждение окружающих и муки совести. Минули считанные месяцы, и 25 февраля 2010 года звезда кино скончался. О причинах смерти до сих пор спорят поклонники и родные Галкина. Почему же он покинул этот мир в 38? Почему злоупотреблял спиртным, четырежды разводился и получил условный срок? Владислав не знал биологического отца. Мама, театральная актриса Елена Демидова, не распространялась о бывшем возлюбленном. Детство маленький Влад провел у бабушки Людмилы Николаевны в Жуковском. Пожилая женщина стала для ребенка проводником в мир кино. Именно она привезла 9-летнего школьника на пробы в «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Владу было 10, а его сестре Марии 5, когда мама вышла замуж за Бориса Галкина. Актер дал детям свою фамилию, но доверие пасынка заслужил не сразу. Месяц за месяцем мужчина чувствовал на себе взвешивающий взгляд мальчика. Тем ценнее оказался момент, когда ребенок впервые назвал артиста папой. Случилось это после совместного похода в кино на фильм «Этот негодяй Сидоров», в котором Владислав снялся практически сразу после дебютной картины. Я вышел под впечатлением. Передо мной была абсолютно зрелая актерская работа 11-летнего парня, выстроенная роль, прожитая судьба, вспоминал Борис Сергеевич. И я сказал: «Знаешь, Владюха, ты будешь очень хорошим артистом». Он посмотрел на меня внимательно. Я много раз замечал этот его недетский, требовательный взгляд. Мол, не лукавишь ли ты, не лицемеришь ли? Вот и тогда Владик посмотрел на меня так. Переспросил: «Это правда?» «Абсолютная правда». «Спасибо, папа». К моменту поступления в Щукинское училище за плечами у юноши уже было несколько удачных работ. Но громкая слава настигла его через 7 лет после окончания вуза. Персонаж Галкина в фильме «Ворошиловский стрелок» сыграл ключевую роль в сюжете картины. Позднее актер примерил форму старшего лейтенанта в ленте в августе 44-го и перевоплотился в Сашу Коровина из «Дальнобойщиков». Он работал без перерыва и каждый раз выкладывался на площадке на все 100%, будь то эпизод в «Ландыше серебристом» или яркая роль Ивана Бездомного в «Мастере и Маргарите». Не останавливали актера даже серьезные травмы. В Польше во время съемок сериала «Диверсант. Конец войны» Владислав порвал связки коленного сустава. 1,5 месяца артист работал, превозмогая боль, потом перенес несколько сложных операций, во время одной из которых ему занесли инфекцию. Началось воспаление, новые госпитализации и процедуры. Галкин рано съехал от родителей, стремясь быть самодостаточным и независимым. Поначалу парень жил в однокомнатной квартире в Жуковском, а когда впервые женился на соседке по двору Светлане Фомичевой, то перебрался к супруге. Брак продлился всего год. Быстро распались и последующие 2 союза артиста. Только с 4-й попытки актер нашел женщину, о которой заговорил, как о главной любви в жизни. Он познакомился с Дарьей Михайловой в доме актера, когда она ставила собственный спектакль и искала для него подходящих артистов. Стоило только зайти с коллегой в лифт, и Галкина словно поразила молния. Раньше он не верил в любовь с первого взгляда, но иначе назвать случившееся не мог. Общих детей у возлюбленных не появилось. Зато дочку Михайловой от прошлых отношений Галкин воспитывал как родную. Вместе супруги появились в «Дальнобойщиках», «Эскизе на мониторе», «Котовском». Нередко они перевоплощались на экранах в счастливую пару, но за кадром идиллия стремительно рушилась. Почему же брак рассыпался на глазах? Дарья говорила, что Владислав много пил и становился в такие моменты агрессивным, а лечиться не хотел. Однако многие уверяли, что актриса путала причину и следствие. С помощью алкоголя Галкин пытался заглушить усталость после работы и тоску из-за назревших в браке проблем. Но как бы ни вступались за артиста близкие,
Инцидент в московском баре в 2009-м погубил его репутацию. Актер не отдыхал много дней, успел принять на грудь еще до прихода в Тики-бар, но, зайдя в питейное заведение, потребовал налить ему виски. Когда один из сотрудников отказался обслуживать нетрезвого артиста, Галкин рассвирепел, ударил стулом по стойке, а потом достал травмат, на который, к слову, имел разрешение, и выстрелил в сторону бутылок. Успокаивать звезду принялся бармен Игорь Зайцев. Мы сели за стойку, я разлил виски. Он взял стакан и вдруг пожаловался. Устал я, Игорек. Потом говорили, что он не вышел из образа Котовского. Но я видел, что это не так. Он сидел грустный, надломленный, что ли. Говорил, что жена его пилит по делу и без, упрекает в том, что он пьет. А Влад ее по-настоящему любит. Помню, говорил, она меня не понимает, не ждет. Потом, хоть и был пьян, без запинки прочитал какие-то стихи. Делился бармен Игорь. На этом ситуация могла бы быть исчерпана, если бы охранник не вызвал милицию. По словам Игоря, приехавшие сотрудники правоохранительных органов провоцировали Галкина и посмеивались над ним. В итоге Владислав вспылил, ударил участкового и был доставлен в отделение. Борис Галкин утверждал, на лице молодого участкового осталась маленькая ссадина, а если бы Влад, который в подростковый период занимался боксом, всерьез его ударил, результат выглядел бы иначе. Но важно даже не это, а как после случившегося сменились настроения публики. Многие злорадствовали и осуждали артиста, которого еще вчера возносили до небес. Мало кто это услышал. Но на суде Владислав просил прощения с таким сердечным раскаянием, как будто извинялся за всех преступников страны. Выеденного яйца не стоила эта ситуация, но я понимаю причину его состояния. Было задето не просто его самолюбие, это был удар по репутации, который Влад создавал своими ролями, подчеркивал Борис Сергеевич. Вскоре после инцидента выяснилось, что Дарья подает на развод. Заседание назначили на март 2010-го. Сложно даже представить, что творилось с Галкиным, потерявшим все самое дорогое. Он страдал от депрессии, переживая и из-за истории с дебошем, и из-за разрыва с женой. Надежды на лучшее Галкин не терял и старался двигаться вперед. Расставшись с женой, Владислав съехал из квартиры и окунулся в ремонт нового жилища. В феврале на столе артиста лежал сценарий предстоящего проекта. Словом, умирать он совсем не собирался. 23 февраля 2010-го Борис Галкин в последний раз видел сына живым. На следующий день Галкин-младший уже не отвечал на звонки, а 26-го его друг вызвал МЧС, чтобы дверь в квартиру взломали. Но было слишком поздно. Официальной причиной смерти признали сердечную недостаточность. Однако Борис Сергеевич уверен, Влада убили. В квартире обнаружили пустую бутылку водки и стакан томатного сока. Но из-за панкреатита Владислав бросил пить, а такой сок на дух не переносил. Также Борис Галкин знал, что недавно сын снял со счета деньги на ремонт и хранил более 100 тысяч долларов дома. Однако теперь заначка испарилась. Кроме того, Борис Сергеевич полагал, что сыну угрожали. У него в телефоне было 5 номеров. Враг 1, враг 2, враг 3, враг 4, враг 5. По всем этим номерам я звонил, но никто трубку не взял, рассказывал Борис Галкин позднее.